Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом невероятно нежного вкусного творожного кекса. Все граммовки ингредиентов я оставлю в описании к этому видео. И первое, что нам необходимо сделать, это измельчить творог. Я пересыпаю его в мерный стакан высокий, потому что буду измельчать его с помощью блендера. Но также можно перетереть его с помощью сита. Творог я измельчила, теперь необходимо объединить сахар и сливочное масло. Сливочное масло обязательно должно быть комнатной температуры. Если у вас дома холодно, поставьте его масло возле обогревателя, либо же на некоторое время в микроволновую печь. Взбивать масло с сахаром необходимо до побеления массы. После этого добавляю к маслу творог и продолжаю взбивать миксером где-то в течение 2 минут. Потом добавляю 3 яйца и продолжаю взбивать массу до объединения. Смотрите, чтобы яйца были комнатной температуры, не из холодильника, чтобы не была разница температур. Периодически я останавливаю миксер и вот так силиконовой лопаткой счищаю бока миски, чтобы все это объединялось равномерно. Муку предварительно необходимо просеять, туда я отправляю разрыхлитель и немного соли. И все это перемешиваю. После этого добавляю к общей массе. Соединить все необходимо до однородности. Делаю я это все силиконовой лопаткой. Выпекать кекс я буду в вот такой алюминиевой форме для кекса и хлеба. Смазать форму необходимо кусочком сливочного масла со всех сторон. И после этого присыпать мукой, сделать французскую рубашку. Вот так я переворачиваю с разных сторон постукивающими движениями, и мука распределяется быстро и легко. Остатки муки нужно струсить с формы, просто постучите рукой по донышку. Перекладываю тесто в форму и распределяю силиконовой лопаткой. Можно даже несколькими постукивающими движениями распределить тесто по форме. Выпекать кекс нужно при 170 градусах, где-то около 50-60 минут. Готовность кекса нужно обязательно проверять деревянной шпажкой и после приготовления обязательно дать остыть в форме. Кекс идеально отходит от формы, с этим нет никаких проблем. Теперь готовлю глазурь. Соединяю лимонный сок и сахарную пудру. И перемешиваю все до однородности. И теперь сверху поливаю кекс. Можно использовать просто обычную ложку. Я использовала силиконовую кисточку. Мне ей показалось намного удобнее распределить глазурь по поверхности. Если кекс будет еще теплый, то глазурь будет вот так стекать с кекса. Но можно дождаться полнейшего охлаждения кекса и только после этого покрывать глазурью. По желанию сверху можно кекс посыпать измельченными жареными орешками. Какие у вас есть, используйте. Ну а теперь пришло время пробовать. Режется очень легко, потому что кекс невероятно мягкий получился. Сейчас смотрите, какая серединка, какой мякиш. И вот какая красота внутри, такая нежность и какая-то такая сливочность и бархатистость. Просто класс. Если вам понравился этот рецепт, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые рецепты.